За одни сутки десятки катастроф по всему миру. Природа испытывает нас на прочность. Землетрясения, паводки, цунами, ураганы, разрушения. Кто пострадал? Где новые вспышки стихии? Подробности в этом выпуске. Вы на канале «Горизонт событий». Сегодня сразу начинаем с Камчатки, где произошло сильное землетрясение, которое стало самым мощным в регионе с 1952 года. Землетрясение было зафиксировано в 11 часов 24 минуты по местному времени в Тихом океане. Эпицентр находился в 119 километров к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 20,7 километра. Первоначально сообщалось о магнитуде 7,1, затем оценка была уточнена до 7,5, а позже до 8,8, что делает это событие уникальным по своей силе. Вслед за землетрясением была объявлена угроза цунами на побережье Авачинского залива. На мысе Водопадном наблюдалась волна цунами высотой около 3-4 метров. В городе Северо-Курильске, на острове Прамушир, землетрясение ощущалось с магнитудой 7,9. Первая волна цунами, достигшая берегов, затопила прибрежную территорию и местный рыбообрабатывающий завод «Алаид». Сообщалось, что жители были заблаговременно эвакуированы на возвышенности. В Петропавловске-Камчатском подземные толчки достигали силы 7-8 баллов, пострадал детский сад, а также аэропорт Елизово. Были задержаны 3 рейса в Северо-Курильск, Шумшу и Теличики. Экстренные службы Камчатки и Сахалинской области работают в усиленном режиме, обеспечивая безопасность населения. Жители прибрежных районов призывают избегать береговой линии и следовать указаниям властей. Это землетрясение стало напоминанием о хрупкости жизни в сейсмически активных регионах и важности готовности к стихийным бедствиям. Друзья, у нас есть отдельный, более подробный выпуск по данному событию, ссылку на него вы можете наблюдать сейчас в правом верхнем углу экрана. Еще одно сильное землетрясение произошло вчера на востоке Гватемалы. Его магнитуда составила 6. Эпицентр находился в департаменте Хутиапа, в 25 километров к юго-востоку от города Хутиапа, на глубине около 10 километров. За землетрясением последовали несколько афтершоков, самый сильный из которых достигал магнитуды 5,4. Всего в течение дня было зарегистрировано не менее 3 афтершоков. Сообщается, что как минимум 1 человек погиб, повреждены десятки зданий, включая жилые дома и общественные объекты. В Хутиапе и близлежащих районах зафиксировано разрушение стен и перебои с электричеством, телефонной связью и интернетом. Оползни, вызванные толчками, заблокировали некоторые дороги. В департаментах Хутиапа, Эскуинтла и Гватемала объявлен оранжевый уровень тревоги. Власти начали осмотр пострадавших районов и доставку гуманитарной помощи. Школы и некоторые предприятия в пострадавших департаментах закрыты на время оценки ущерба в целях безопасности. Мощный взрыв произошел в городе Фримонт, в штате Небраска, на заводе Horizon Biofuels, производящем топливные гранулы и подстилки для животных. Взрыв разрушил значительную часть объекта, включая зерновой элеватор, ранее принадлежавший Golden Sun Feeds. Здание частично обрушилось, что затрудняет доступ спасательных служб. По словам начальника пожарной службы, на заводе хранились древесные материалы и некоторые вещества на основе спирта, что способствовало интенсивному горению после взрыва. На момент происшествия в здании находились 3 человека, которые, по словам властей, числятся пропавшими. Из-за сильного обрушения конструкций и продолжающегося пожара спасательные службы не смогли немедленно начать поисковые работы. Точные данные о пострадавших или жертвах пока отсутствуют, и власти надеются, что ситуация разрешится без трагических последствий. По словам очевидцев, взрывная волна ощущалась на расстоянии нескольких километров. Полиция штата Небраска во время пожара перекрыла доступ к заводу в радиусе 5 километров, призвав жителей пока воздержаться от приближения к объекту.
Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными эти катастрофические события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, происходило ли что-то подобное в вашем регионе. Сильные дожди с грозами накрыли Западную Украину. Больше всего пострадали Ровенская, Винницкая, Житомирская, Тернопольская и Хмельницкая области. Город Хмельницкий пережил мощный ливневый паводок. Сильные осадки сопровождались шквалистым ветром и вызвали переполнение ливневой канализации, что привело к затоплению целого ряда улиц и значительной части городских территорий. Улицы буквально превратились в реки, а дворовые территории порой напоминали озера. Десятки автомобилей ушли под воду, порой почти по самую крышу. О пострадавших не сообщается. Все коммунальные службы города были переведены на усиленный режим работы. Минск, столица Беларуси, пострадал от мощной грозы, сопровождавшейся ливнями, шквалистым ветром и локальным смерчем. Грозовой фронт был особенно интенсивным в восточной части Минска и в Колодищах. Жители сообщали о молниях, громе и сильном ветре. В Минске сильный ливень привел к масштабным подтоплениям, десятки улиц превратились в реки. Из-за подтоплений в некоторых районах города временно останавливалась работа общественного транспорта. Агрогородок Колодище, расположенный в 10 километрах от Минска, пострадал сильнее всего. Грозовой фронт сопровождался локальным торнадо. Ветер опрокинул грузовую «Газель» на одной из улиц. В частном секторе ветер сорвал крыши с нескольких домов, повредил заборы и стены. Целые улицы в Колодищах остались без электричества из-за повреждения линий электропередач. В Минске и Минском районе упало около 1800 деревьев, значительная часть из которых в Колодищах и окрестностях. Все экстренные службы города работают в экстренном режиме, ведется разбор завалов, откачка воды из затопленных зон и восстановление электроснабжения. МЧС призвала жителей соблюдать осторожность, избегать зон с поваленными деревьями и поврежденными линиями электропередач. Север Польши, включая города Эльбланг и Талькмицка в Варминско-Мазурском воеводстве, пострадали от сильных наводнений, вызванных обильными ливнями. Реки, такие как Страданка и Кумиэла, вышли из берегов. Затоплены десятки домов, магазины и общественные здания. Жители сообщают о значительных материальных потерях. Железнодорожное сообщение, включая Жулавскую узкоколейную железную дорогу, было приостановлено из-за подтопления путей. Местные власти объявили тревогу из-за наводнения, призвав жителей соблюдать осторожность и следовать указаниям спасательных служб. Около 17 тысяч пожарных по всей Польше были задействованы в операциях по устранению последствий наводнений. За день они провели более 2800 мероприятий, включая откачку воды из затопленных зданий, укрепление берегов рек и помощь в эвакуации жителей. Испания столкнулась с двумя крупными лесными пожарами в регионах Каменомариска и Куэвас-дель-Валье. В муниципалитете Каменомариска, расположенном в регионе Лас-Урдес, в провинции Касерес, огонь начался в сухой лесистой местности и быстро распространился из-за сильного ветра и высоких температур. Пожар охватил более 600 гектаров территории. Сообщается, что огонь не удалось пока взять под контроль, и он несет угрозу для близлежащих деревень, таких как Нуни-Мораль и Ладрильяр. Одновременно с пожаром в Каменомариско крупный лесной пожар вспыхнул в муниципалитете Куэвас-дель-Валье, между деревнями Куэвас-дель-Валье и Мамбельтран, в провинции Авила, в автономном сообществе Кастилия и Леон. По предварительным оценкам, огонь уничтожил около 600 гектаров леса и сельскохозяйственных угодий. Пламя движется в сторону лесных массивов, угрожая природным зонам и близлежащим поселениям. В тушении пожаров задействованы наземные бригады и авиация. Однако сложные погодные условия затрудняют локализацию огня. Оба пожара подпитываются экстремальными погодными условиями,
характерными для Испании в июле 2025 года. Температуры в регионах Эстремадура и Кастилия и Леон достигают от 35 до 40 градусов по Цельсию, а сильный ветер усиливает распространение огня. Район Гуна в штате Мадхья-Прадеш оказался под ударом сильного наводнения, вызванного обильными муссонными ливнями. По данным Индийского метеорологического департамента, за 24 часа в регионе выпало 328 мм осадков, что привело к частичному разрушению плотины Колора и выходу из берегов реки Парвати. Наводнение вызвало угрозу затопления деревень Тумда и Бандха. Дорога, соединяющая Гуну с Бамори, Фатихгархом и районами Раджастхана, была затоплена, движение общественного транспорта приостановлено. Около 250 человек из деревень Тумда и Бандха были эвакуированы. Национальные силы реагирования на стихийные бедствия и армия направили 2 отряда по 15 человек для спасательных работ. В районе Сингхишвар жители укрываются в палатках на крышах домов из-за затопления первых этажей. Наводнение затронуло также соседние районы Ашокнагар и Шивпури, где также зафиксированы подтопления домов, магазинов, подвалов и сельскохозяйственных угодий. Школы во многих районах Мадхья-Прадеша закрыты из-за продолжающихся ливней. На фоне сильных ливней в штате Сикким произошел оползень, разрушивший недавно отремонтированный участок дороги. В результате оползня было нарушено транспортное сообщение и изолированы несколько деревень. Власти организовали эвакуацию населения из зон риска. Продолжающиеся ливни повысили уровень реки Тиста, это создает угрозу новых наводнений в низинных районах. Данные события стали очередными проявлениями разрушительной силы муссонных дождей, которые принесли 106% от средней нормы осадков в северо-восточной Индии. Каждый день приносит что-то новое, и важно не пропустить главное. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, и до встречи завтра, нам будет о чем вам рассказать.